Друзья, если у вас нет возможности читать роман Майн Рида «Всадник без головы», смотрите это видео. Роман длинный, состоит из 100 глав. Я сделал несколько видосов с разбивкой на главы. Сейчас вы услышите пересказ глав с 81 по 100. Колхаун не подозревал, что за ним следят. Он ехал на поиски той самой лошади с безголовым всадником на спине. Вскоре увидел всадника и испытал ужас. Солнце, утренний туман, испарение. В общем, всадник был в 10 раз больше прежнего и ехал вверх ногами. И не по земле, а по небу. Когда Колхаун пришел в себя, то понял, что это был мираж. А настоящий гнедой мустанг с всадником были рядом. Колхаун поскакал за ним на своем сером мустанге. Расстояние сокращалось. Колхаун вскинул ружье, чтобы подстрелить Гнедого. Внезапно тот резко свернул, и возможность была упущена. Погоня продолжилась. Зачем Колхауну вообще понадобился всадник без головы? Помните, как он хвастался перед техасцами, когда подстрелил ягуара? Ведь его пули были именными. Вот и в теле Генри тоже застряла его пуля. Ее-то и хотел извлечь Колхаун. Когда он в очередной раз приблизился к гнедому мустангу, то смог выстрелить. Он попал в голову, которая была закреплена у седла. Голова покатилась. Серый мустанг резко остановился. Колхаун в ужасе смотрел на эту голову, а потом развернулся и поскакал домой. Зэп Стумп ехал по следам Колхауна. Он подумал, что будет очень плохо, если Колхауну удастся первому поймать гнедого мустанга. Зэп видел погоню, слышал выстрел, и снова он спрятался, когда Колхаун в ужасе возвращался домой. Зэбу стало интересно, что же там произошло, что его так испугало. И очень скоро Зэп все понял. Он снял со своего седла одеяло и аккуратно завернул в него голову молодого парня. На третий день пребывания в тюрьме горячка у Морриса спала. На четвертый он уже почти выздоровел. На пятый день было назначено судебное разбирательство. Такое быстрое судопроизводство для Техаса – обычное явление. Там иногда бывало, что преступника казнили в день преступления. Обвиняемый имел право на защитника, но адвоката в поселке не было. Однако из Сан-Антонио приехал какой-то адвокат защищать Морриса. По слухам, ему заплатили чьи-то женские руки. Затем приехал еще один адвокат из Ирландии. Правда, он ехал к Моррису по другому делу, а пришлось взяться за дело об убийстве. Оба адвоката общались с Моррисом. Он им рассказал свою версию происшедшего. Зэп тоже с ними говорил. Ему нужно было во что бы то ни стало поймать всадника без головы. Колхаун размышлял так. Завтра Джеральда повесят. Даже адвокаты не помогут. И Луиза больше никогда его не увидит. Если она снова мне откажет, я ее опозорю. Племяш постоянно давил на дядю, чтобы он повлиял на дочь, и она согласилась выйти за него. Но дяде было не до этого. Он считал, что дочь опозорила его, связавшись с торговцем лошадьми. И еще он никогда не хотел Луизу отдать за племяша. Теперь же дядя был обычным должником Колхауна. Тот имел над ним власть. Дядя был сам виноват, когда сорил деньгами, которые у него однажды кончились. И вот тогда Колхаун своими деньгами пришел на помощь. Если ты хочешь взять в жены Луизу, спрашивай у нее, а не у меня. Я хочу, чтобы вы повлияли на нее. Ведь вы не хотите утратить свое положение в обществе. Дядя понял, что его загоняют в угол. Или пожертвовать дочерью, или стать бедным. И что выбрал плантатор? Как думаете? «Луиза, — начал отец, — Кассий хочет взять тебя в жены».
но я этого не хочу. Отец, я знаю, что ты его должник, и я знаю, что такое гордость. Ясно. Тогда будет так, как ты захочешь, согласился отец. Луиза так и ответила Колхауну: никогда, я тебя не люблю. Зато я тебя люблю, и ты кое-чего не знаешь. Чего? Того, что мой отец твой должник? Знаю. Мне пофиг. Колхаун удивился. Ну ладно, подумал он, это не сработало. Я знаю, из-за какого негодяя ты мне отказываешь. Это не секрет, из-за тебя и отказываю. Колхауна колбасила. Завтра на суде ты сама погубишь мустангера своими показаниями. Ты о чем? О ночной встрече в саду и о том, что было после этого. Если тебя допросят, ты будешь опозорена. А я могу этого не допустить. Ни бедности отца, ни твоего позора. Ну так как? Согласна выйти за меня? Колхаун, ты тупой? Я же тебе уже сказала, никогда. Не такого ответа ожидал Колхаун. Итак, утро в день суда. Потихоньку в Форт Индж начинают стягиваться желающие поглазеть на открытое судебное разбирательство. Интересно всем. Судят Морриса Джеральда. Его обвиняют в убийстве Генри Пойндекстера. Хотя само убийство еще не доказано, ведь тело Генри так и не нашли. Но все давно уверены, что Генри убит, и убил его Моррис Мустангер. В 10 утра суд начался. Судьи сели под деревом в теньке, а рядом на лавке расположились 12 присяжных. Луиза тоже была здесь. Она смотрела за судом из кареты, переживала очень. Первым делом судья спросил, признает ли Моррис себя виновным в убийстве Генри Пойндекстера. «Нет», — ответил он. Начался допрос свидетелей. Первым вызвали немца Доффера. Он рассказал то, что уже и так все знали. Другие свидетели отмечали, что отношения между Моррисом и Генри всегда были теплыми. Наконец пришла очередь Кассия Колхауна. Сами понимаете, что этот засранец столько всего навыдумывал, что, казалось бы, у Морриса нет шансов оправдаться. Следующим свидетелем вызвали Луизу. Девушка спокойно рассказала, что в ту ночь она общалась в саду сначала с Моррисом, а затем к ним пришел Генри. Встреча с Моррисом была случайной? Нет, мы договорились. Какова была цель вашей встречи? Такая же, как и у всех влюбленных. Провести вместе время. Я люблю Морриса Джеральда. Зрители ахнули. Никто не ожидал такого поворота. Правда ли, что ваш брат и Моррис расстались враждебно? Правда. Затем Генри поехал за Моррисом, чтобы извиниться перед ним. На этом допрос Луизы закончился. Ее провожали презрительными взглядами. Люди кричали: «Повесить мустангера!». Комендант форта понял, что сейчас толпа может прорваться к Моррису и прямо здесь линчевать его. Он распорядился, чтобы офицеры охраняли обвиняемого. Порядок восстановился. Затем допросили Фелима, ну и затем вызвали Зеба Стумпа. Ваша честь, позвольте сначала Моррису Джеральду дать свои показания, а уже после него я все подытожу. Вообще-то это не по процедуре, сказал судья, но я не возражаю. Моррис начал свой рассказ. Многое из того, что вы здесь сегодня слышали, правда, но многое ложь. Я действительно встречался с Луизой, и нас застал Генри. Он рассердился на меня. Когда мы снова с ним встретились через 2 часа, он извинился. Это было рядом с местом убийства. Если до этого у Вудли Пойндекстера теплилась надежда, что сын еще может быть жив, то после слов Морриса этой надежды не осталось.
Ночью я никуда не спешил, поэтому Генри меня легко догнал. Я не знал, зачем я ему понадобился в такой час. Думал, что он хочет дуэли со мной. Я спокойно к этому отнесся, ведь моя совесть чиста. Но Генри был приветлив, он извинился за свою несдержанность. Я с радостью пожал его руку. Мы поговорили, выкурили сигары, а затем расстались. Чтобы закрепить нашу дружбу, мы обменялись шляпами и плащами. Это у команчи есть такой обычай. Генри уехал домой, а я остался на той поляне. Мне было так хорошо на душе, что я решил прямо там заночевать. Я быстро уснул, а затем проснулся от ружейного выстрела. Сперва я подумал, что мне это приснилось, или это был треск сломанной ветки. Ведь больше никаких звуков я не слышал. Я снова лег спать. Проснулся утром от холодной сырости. На всякий случай я решил проверить тот выстрел. Пошел в том направлении, куда уехал Генри, и вскоре увидел... «Всадник без головы!» – закричали люди. К форту приближался всадник без головы. Он подъехал к толпе и снова развернулся в прерию. Люди бросились за ним в погоню. Даже 6 присяжных сели на своих лошадей, чтобы догнать гнедого мустанга. Впереди вереницы преследователей скакали двое – Колхаун и Зепп Стумп. Они оторвались от всех, а вот в лесу потеряли из виду гнедого мустанга. Колхаун был еще расстроен тем, что сзади скакал Зепп. Он подумал, что может убить Зеба. Нет, рядом много свидетелей. Он был в отчаянии, поскакал дальше, и вдруг удача. Поводья гнедого мустанга зацепились за ветви акации. Лошадь спокойно стояла и щипала траву. Она никуда не могла сбежать. Колхаун достал нож и подошел к всаднику, чтобы извлечь из него свою пулю. «На твоем месте я бы не стал этого делать», — сказал ему Зепп Стумп. «А я что? А я ничего. Я хотел перерезать горло лошади, чтобы она не сбежала». «Не сбежит. Кстати, вы узнали всадника? Это Генри Пойндекстер, и мы вместе доставим его на суд». Зепп освободил мустанга и повел его за собой. Колхаун ехал сзади. Он размышлял, как ему быть. Зепп направил на него ружье. «Вы едете?» – спросил он. «Да, еду». На этот раз Зепп пропустил Колхауна вперед. В прерии Колхаун задумался снова. Что ему делать? Сбежать? Не вариант, ведь Зепп его подстрелит. Может, пронесет на суде? Может, пуля прошла на вылет и в теле ее нет? «Да у меня же друзей полно, все будет хорошо», – подбодрил себя Колхаун. Судья уже час ждал возвращения людей. Потихоньку они занимали свои места. Вернулись все, кроме двоих. Прождали еще час. «Так, все», – сказал судья, – «ждать не будем». «Что же вы увидели тогда, мистер Джеральд? Спящего человека?» «Да, спящего, вечным сном. У него была отрублена голова. Это был Генри. Я обнаружил пулевое отверстие. Оно было не сквозным. Видимо, пуля осталась в теле. Сначала я подумал, что голову отрубили команчи, но скальп был на месте. Значит, не они. Грабители? Тоже нет. Иначе бы они взяли мой плащ. Он стоит $100 и золотые часы. Кто-то из мести? Тоже нет. У Генри не было врагов. А голову зачем отрубать? В общем, я не смог тогда догадаться. Я думал съездить в форт за помощью, чтобы затем отвезти тело в Каса-дель-Корво. Но не хотел оставлять тело в лесу, иначе бы его растерзали койоты и грифы. И вот что я придумал. Сначала я хотел перебросить тело через свое седло, а потом заметил лошадь Генри. Я клал тело поперек, но оно постоянно соскальзывало. Затем я вспомнил, что в некоторых племенах для перевозки покойников их садили как обычных всадников и крепко привязывали. Лошадь Генри
постоянно брыкалась и не позволяла закрепить тело. Тогда я посадил Генри на своего мустанга и закрепил его в седле. Голову привязал рядом. Сам сел на лошадь Генри и поехал в форт. Вдруг лошадь увидела рядом всадника без головы, испугалась его и понеслась галопом. Я не был к этому готов, поэтому не среагировал на низкую ветку дерева, ударился об нее и упал, потеряв сознание. Очнулся часа через 2 с ушибленной ногой, на которую не мог встать. Дополз до ручья, напился воды, уснул. Когда проснулся, вокруг бегали койоты. Я сражался с ними до последнего. Мне на помощь пришла моя собака Тара. Я написал на визитке кровью записку, прикрепил ее к собаке и отправил домой в надежде, что записку получит Фелим и сможет найти кого-то, кто умеет читать. Затем я уснул, а проснувшись, увидел рядом ягуара. Как я с ним сражался, я уже не помню. Очнулся я в тюрьме, обвиняемый в убийстве. А остальное вам расскажет Зепп Стумп. Ловко придумал, подумали судья, присяжные и зрители. Но были и те, кто поверил Моррису, потому что все это выдумать было нереально. Все ждали Зебба Стумпа. И он наконец появился, вместе с Колхауном и безголовым всадником. Колхаун сразу растворился в толпе. Зебб подвел гнедого мустанга к судье и присяжным. Вот свидетель, который прольет свет на это темное дело. Вудли Пойндекстер узнал во всаднике своего сына. Зебб занял место свидетеля. Когда я узнал, что Морриса обвиняют в убийстве, то сразу поехал к нему. Дома был только Фелим. Он столько мне всего нарассказал, что я ему не поверил. Затем прибежала собака Тара. На ее ошейнике я увидел записку. Моррис писал, где его искать. Мы все сразу пошли к нему на помощь. Я успел вовремя и подстрелил ягуара, который уже готов был прыгнуть на Морриса. У парня помутился рассудок. Мы его доставили домой. А затем приехал поисковый отряд. Дальше я расскажу о результатах своего расследования. Для меня было ясно как день, что Генри мертв. И что его убийца точно не Моррис Мустангер. Кто же тогда? Я поехал изучать следы в прерии. Следы одной лошади меня очень заинтересовали. Это американская лошадь со сломанной подковой. Именно она скакала по прерии в ночь убийства. Она шла по следам убитого и обвиняемого. Затем она остановилась, а ее хозяин пошел пешком до места, где была лужа крови. Именно он убил Генри Пойндекстера. Люди заволновались. Они требовали назвать имя стрелявшего. Его имя в теле парня. Пуля осталась внутри. Достаньте ее. С тела Генри аккуратно сняли плащ. Там было 2 следа от пуль. Одна у сердца, другая над животом. Одна пуля моя. Я пытался подстрелить безголового всадника. Возле нее нет крови. Вторая пуля смертельная. Там все в крови. Тело сняли. Оно было легким, высохшим, как у мумии. Сделали надрез и извлекли пулю. На ней были видны буквы КК. Все сразу вспомнили, как Колхаун хвастался такой же пулей, убив ягуара. «Это ничего не доказывает», — сказал прокурор. «Оружие могли украсть и им убить парня». Я нашел эту бумажку на том месте, где стоял убийца. Это Пыш. Зепп достал ту самую бумажку. Присяжные прочитали: капитану Кассию Колхауну. Люди ахнули. Они стали искать Колхауна, но его нигде не было видно. Зепп продолжал свой рассказ. Он поведал, что видел, как Колхаун искал безголового всадника, как он обменялся лошадьми с Исидорой, как он час назад хотел извлечь пулю из тела Генри. В общем, теперь даже самому тупому техасцу стало ясно, кто убил парня. Вот только никто не мог понять мотива этого убийства.
Мориса сразу отпустили на свободу, а вот Колхауна и след простыл. Его заметили среди лошадей, когда он отвязывал своего мустанга. Мигом мужики вскочили и бросились за ним в погоню. Колхаун скакал к лесу. До него было 10 миль, то есть полчаса на лошади. За лесом начиналась граница с Мексикой, но туда нельзя, ведь преступника и там поймают. Значит, нужно скакать на территорию индейцев Команчи. Это его единственный шанс. Авось они его не убьют. Морис, кстати, тоже был среди тех, кто бросился вдогонку за Колхауном. Он даже успел взять у людей лассо. Колхаун увидел, кто за ним гонится. Выстрелил в Мориса, промазал. А вот Морис не промазал. Он набросил на Колхауна лассо и сбил его с седла. Вскоре подъехал Зепп Стумп. «Ну что, засранец, вставай, тебя уже люди заждались». «Меня? Люди? Зачем?» «По обвинению в убийстве Генри Пойндекстера. Это клевета. Рот свой поганый закрой». Колхауна посадили на лошадь Зеба, а сам Зеб повел ее под узцы. Колхаун занял место обвиняемого. Всех интересовал только один вопрос – зачем? Зачем Колхауну понадобилось убивать Генри и потом отрубить ему голову? Присяжные вынесли вердикт – виновен. Колхауну предоставили последнее слово. Приговор справедлив. Я заслуживаю смертной казни. Это я убил Генри. Почему? Я убил его по ошибке. Моя пуля предназначалась ирландской собаке. На Генри были его шляпа и плащ. Я не мог предположить, что этот негодяй обменяется с ним одеждой. Затем отсек голову, чтобы наверняка. Перед судом Колхауна не обыскивали, а у него все это время при себе оставался револьвер. Колхаун выхватил его, затем выстрелил в Мориса и в себя. Колхаун погиб, а Морис выжил. Пуля попала в медальон, который ему подарила Луиза. Отец не возражал против свадьбы Луизы и Мориса, ведь теперь Морис был сэром. Он получил большое состояние и смог выкупить Касса-дель-Корво у наследников Колхауна. Выяснилось, что Колхаун уже был женат, и у него даже был сын в Новом Орлеане, которому отошло имущество отца. Морис и Луиза поженились. Они ездили в Европу, погуляли там и вернулись в Техас. Эль Койот таки смог убить Исидору. Морис поймал его, а люди линчевали. Прошло 10 лет. На месте прерии, где паслись мустанги, сейчас построены города. Морис и Луиза живут все там же, в Касса-дель-Корво. Все у них хорошо. Отец жив. Он радуется своим 6 внукам. Фелим работает главным конюхом. Зепп Стумп постоянно пропадает на охоте. Он тоже живет в Касса-дель-Корво. На этом все, друзья.